покидай меня. Не уходи, не уходи. Пускай слова сожгут язык и губы, я должен их тебе произнести. Любовь, не покидай меня, не уходи, не уходи. Я жду тебя, когда звезда и вечер. Я жду тебя, когда закат кровав. Гляди, гляди, плоды текут, цветы в траву. Гляди, росу собой пронзают травы. Любовь, любовь, не покидай меня. Не уходи, я жду, когда в саду цветы и вечер, когда дозор теней на полпути, а ветер снова целуй любимого. Словно теплятся горстинки. Любовь моя, не покидай меня, не уходи, не уходи. От жены? Нет, от дочери. Жена не любит писать. Это для вас. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, сеньора. Густав Ларсен, профессор антропологии. Марина Громова. Что привело вас в наши края? Москва прислала ее сюда, чтобы показать всем нам, насколько прекрасна русская женщина. Доела вам, Марис. Расита, чашечку кофе. Кстати, прошу вас заметить, профессор, что мы, французы, из всех женщин мира предпочитаем именно русских. Ой. Ромен Ролан, Леже, Элюар, их жены были русскими. Повторяетесь. Да? Спасибо. Я геолог. Геолог экспедиции, работающий в ущелье Раах. А Марис Баро наш советник. По экономическим вопросам. И представляете, мне 3 месяца приходится выслушивать его неуклюжие комплименты. Расита, чашечку кофе, пожалуйста. Добрый день. А это наш руководитель-инженер Антуан Курмаев.
Антон, Марис, Антон. Ларсон. Очень приятно. Да-да, мне говорили о строительстве электростанции в Роахе. Но о строительстве говорить еще рано, пока мы ведем предварительные работы. Вы кофе будете, Антуан? Обязательно. Росита? Сеньоры, а вам не приходилось наблюдать в тех местах, где вы работаете, реликтового гоминоида? Кого? Ну, скажем, снежного человека. Снежный человек. Спасибо. А вы напрасно смеетесь. Местные жители утверждают, что видели снежного человека. Кстати, у вас на Кавказе тоже обнаружили его следы. Профессор, я вообще немножко занимаюсь фотографией. Берусь без особого труда изготовить подобные свидетельства. И вы надеетесь найти этого снежного человека? Ради этого я и приехал сюда. Ну, признаться, я мало верю в его существование. Извините. Летающие тарелки, Бермудский треугольник, снежный человек. Все это сказки 20 века. Росита готова. Неверие еще не есть доказательство истины. Желаю успеха, сеньора. До свидания. Подозрительный тип, скажу я вам. Снежный человек. Ерунда какая-то. Я думаю, просто чудак. Ну, мало ли на свете чудаков. А без них, между прочим, на свете было бы очень скучно. Это верно. Ой, какой запах! Вот это вот не миф, это действительно реальность. Спасибо. Только для вас. Фантастическая реальность. О, В паэлью я верю. ну вот, мы все-таки успели. О, они пришли. На запах паэльи. Да, сеньора, я вас должен огорчить. Теперь нам уже ничего не достанется. Владислав, я тебе неоднократно говорил, что если ты будешь соблюдать строгую диету, это поможет тебе стать стройным и изящным, как я. Ну, зато я помогу тебе сохранить твою фигуру. Ну что? Да тут много. Героин. К берегу давай! На яхте остановить движение, включить отличительные огни. На яхте включить отличительные огни. Кто хозяин? Господин Деревье, Где он? у себя. Хозяин! В чем дело? Что случилось? С кем имею честь? Комиссар уголовной полиции Сантильяна, осмотреть. Я Леон Деревье, французский подданный. Коммерсант из Марселя. Совершаю морскую прогулку на собственной яхте. И мое задержание незаконно. Я требую свидания с консулом. С консулом мы свяжемся. Скажите, почему вы среди ночи снялись с якоря? Могу объяснить. Когда поднялась стрельба, я приказал капитану отойти в море подальше от берега. Что здесь странного? А почему на вашей яхте не было отличительных огней? Могу я узнать, в чем я подозреваюсь? Вы подозреваетесь в контрабанде наркотиками. А что? На яхте обнаружено что-нибудь, что подтверждает это? Нет, на вашей яхте ничего подозрительного не обнаружено. Тогда я не понимаю, какие ко мне претензии. Это только часть наркотиков, которая предназначалась вам.
Уведите. Я буду жаловаться. Что скажете, Сантильяно? Если он и связан с бандой, сейчас прихватить его не удастся. Максимум штраф за нарушение правил навигации. Больше за ним ничего. И все же займитесь этим типом. Проверьте через Интерпол. Мне не нравится его физиономия. Я знаю многих, кому не нравится, но, скажем, моя физиономия. Из этого ничего не следует. Проходите. Выехали. Бакера, включи. Откуда? Рой. Быстрее. Полиция. Колеса пробиты. По машинам. Что случилось? Ничего особенного. Просто ваши друзья хотели вернуть вам свободу, не дожидаясь, пока это будет сделано законным путем. Росита приехала. Салют, Росита! Сеньора Росита. Тут черт. Добрый день. Что привезли? Продукты, почту. Спасибо. Возьмем? Ага. Давай. А ну-ка. И... Владислав, а у вас это неплохо получается. Когда я учился в Братиславе, я подрабатывал на товарной станции грузчиком. И зря бросил эту профессию. А, теперь я Спокойно. понимаю, откуда у вас такая силища.
Да разве это силище? У меня вот, например, отец на спор быка поднимал. Как вы одна управляетесь с отелем, сеньора Росита? А что с ним управляться? Раньше, когда муж жив был, то действительно только поспевай, народу пропасть на роднике. Работала. Из города наезжали. Номеров не хватало, ресторан всю ночь гудел. А когда левые пришли, конечно. Хозяева за границу поудирали. Рудник мертвый стоит. Тут много чего. Позакрывали. Народ разбежался. Хотела продать отель. А кто его теперь купит? У нас Мики еле-еле кормит. Да, времена у вас сейчас нелегкие. Да уж. Но край ваш богатый, медь. Построить электростанцию, будет энергия, все пойдет по-другому. Придут люди, и отель ваш снова оживет. Все сгрузили. Сейчас поедем. Дай-то Бог. Вы тут поосторожнее. Места у нас скверные. Кресты возле отеля видали? Видел? Там муж мой, Серхио. Сестра моя, вот его мать. В прошлом году бандиты в отеле перестрелку устроили. Всех сразу. Только я вам этого не говорила. Договорились, сеньора Росита. Гарсия Маркес. 100 лет одиночества. Читаете по-французски? А что здесь удивительного? Ах, да, вы же подданный Французской Республики. Уроженец, если не ошибаюсь, Марселя. Может быть, кончим эту игру? Игру? Что вы имеете в виду? А то, что вы такой же дювевье, как я, король Марокко. Я не желаю с вами разговаривать в таком тоне. Почему вы не дали мне свидание с консулом, а? Я считаю, что это произвол. Господин Дювивье, согласитесь, что после вооруженной попытки освободить вас у нас есть все основания сомневаться в том, что вы действительно господин Дювивье. Эти идиоты приняли меня за другого. Но как вы этого не можете понять, а? Но в машине, поджидавшей вас, находился некто Себастьян Вальдес, глава банды, промышляющей наркотиками. Вам знаком Себастьян Вальдес? Понятия не имею. Случается, конечно, что близкие родственники не знают друг друга. Но это не тот случай, господин Антонио Вальдес. Что? Я Антонио Вальдес? А кто он такой? Глава подпольного синдиката по торговле наркотиками. О, это интересно. Ну-ка, давайте. Теплая братская встреча. Антонио Себастьян Вальдес, Парагвай, 24 мая 81 года. А это уже деловая встреча. Карло Гальяни, торговец наркотиками, Гонконг, 19 июня 82 года. Точность какая, а? Чепуха. Мало ли на свете похожих людей. Но двух одинаковых отпечатков пальцев не бывает. Карточка Интерпола. Достаточно? Поскольку вы гражданин нашей страны, то по новому закону вас ждет, ну, конечно, не 100 лет одиночества, а так примерно 20-25. Вот, пожалуйста. Здесь все наглядно. Из двух вариантов сооружения гидроузла я предпочитаю первый. Кстати, его разрабатывали американцы. А эти ребята считать умеют. Мари, вы самая прелестная женщина из всех, которых я встречал. И как всякая прелестная женщина, вы не умеете считать деньги. Вы умеете их только тратить. Морис, вот с этим афоризмом, пожалуй, можно согласиться. Да, француз прав. Конечно, этот вариант экономичней.
Но при нем неизбежно затопление голубого плато с его уникальной реликтовой растительностью, занесенной в Красную книгу. Да, и древние культовые сооружения тоже уйдут под воду. Есть над чем задуматься. Но это тоже не аргумент. Храм, кстати, можно перенести вот сюда. А исчезновение некоторых растительных видов – это процесс неизбежный. Не сегодня он начался, не на нас закончится. Жаль, если эти красивейшие места уйдут под воду. Есть поверье, что там обитают духи наших предков. Легенда. Но мой отец никогда не охотился в этих местах. Не совсем легенда. Археолог Санчес утверждает, что там есть древние захоронения. Стоп. Духи тоже занесены в Красную книгу, а? Ну что ты говоришь? Отказ от первого варианта удорожит строительство, а это весьма существенно для твоей страны. Лет 15 тому назад одной больной старой женщине, собиравшей травы на Голубом плато, явилась святая Мадонна, исцелила ее, превратив в прекрасную молодую сеньору. И вы в это верите? А вы, Морис? О, да, я верующий, но это вздор. Я тоже не верю. Но Голубое плато превратилось в место паломничества тех, кто в это верит, а здесь таких немало. В правых газетах появились статьи, где говорится, что правительство издевается над религиозными чувствами народа. И что, с этим мы тоже должны считаться, что ли? Боюсь, что да. И, к сожалению, я об этих обстоятельствах не знал раньше. Эта страна не настолько богата, чтобы оплачивать суеверие своих сограждан. В стране много врагов, и они воспользуются этим, чтобы скомпрометировать строительство гидроузла, да и само правительство. Но это же политика. А политика нас не касается. Но бывают ситуации, когда экономические расчеты должны уступить политическим. В стране, где так сильна религия, нельзя не считаться настроением людей. Взрыв на центральной радиостанции и недавние взрывы в жилых кварталах столицы, как полагает управление полиции, произведены террористической группой, тесно связанной с правым альянсом. Террористам удалось скрыться. В результате взрыва погибло 17 человек. 28 тяжело ранено. Полиция ведет расследование. Это зрелище не для моих нервов. Вам, очевидно, это привычнее. И тем не менее, наша задача создать в стране атмосферу страха и неуверенности. Только так мы сможем снова вернуться к власти. Вчера у меня была беседа с нашим американским другом. Американцы крайне обеспокоены планами национализации банков, ШОС, и ключевых отраслей промышленности. Они поддерживают наш курс на дестабилизацию левого режима и готовы оказать нам всяческую помощь. Отказ предоставить нынешнему правительству кредиты, прошу вас, уже говорит о многом. Сигару? Нет, благодарю. Так вот. Вам, конечно, известно, что в ущелье-Рах работает экспедиция. Да. Как раз сегодня я читал в газете интервью с ее руководителем. Вы обратите внимание, экспедиция международная, а возглавляет ее известный русский инженер. Так что есть серьезные основания предполагать, что контракт на строительство Рахской ГЭС правительство заключит с русскими. А в свое время строительство предполагалось поручить американцам. Совершенно верно. И наши друзья заинтересованы, чтобы этот контракт с русскими не состоялся. Вы меня понимаете? Но экспедиция работает под флагом программы развития ООН. А что, собственно, смущает? Международный резонанс, тем лучше. Любые осложнения, которые могут случиться с участниками экспедиции, подорвут доверие к правительству со стороны международного общественного мнения. А вы понимаете, что наша организация не может взять на себя ответственность за подобную акцию? Ведь в случае прихода к власти правого альянса... Вы совершенно правы, мой друг. Это дело должно быть проведено так, чтобы альянс остался незапятнанным. Мои родители живут в Татрах, у них дом Микулаши. Они хотели, чтобы родилась дочь, а рождались одни сыновья. Я у них 7-й. Я уверен, что они вас приняли бы как родную. Как родную?
Поезжайте, мы вас догоним. Вот что я хотел вам сказать. Мы с вами часто видимся на конференциях. Второй год работаем вместе. И мне всегда казалось... Вы говорите, я вас слушаю. Что-то я все не то говорю. Да, я, конечно, не красавица. Да вот уже лысею. 30 лет уже лысею. Вообще-то я человек положительный. Владислав, по-моему, вы мне делаете предложение. Нет, просто я подумал... Ваш брат действовал довольно примитивно. О чем это вы? Если бы он захватил какое-нибудь значительное лицо или группу лиц и потребовал у правительства в обмен вашего освобождения, плюс возмещение стоимости изъятых наркотиков, я полагаю, вы были бы уже на свободе. Неплохая мысль. Жаль, что она не пришла в голову моему брату. Еще не поздно. Можно подсказать? А кто ему подскажет? М? Не вы ли, господин комиссар? Могу и я. Вы? Да. Но для этого я должен встретиться с Себастьяном. И вы должны мне в этом помочь. Ловко. Хотите, чтобы я своими руками отдал вам брата? Я понимаю, у вас есть все основания мне не доверять. Ну, а если я заинтересован в вашем освобождении? С чего бы, да? Мне нужны деньги, Вальдес. Я полагаю, этой суммы стоит ваша свобода. Почему я вам должен верить, а? Можете не верить, но это у вас единственный шанс. Ну? Ну? Хорошо. Рискнем. Вы знаете отель «Медный ангел»? Угу. Найдете хозяйку отеля, попросите, чтобы она свела вас с Себастьяном. Она мне поверит? Покажите вот это. Расчет. Первую половину получите завтра от моего адвоката. Вторую после освобождения. Господа, прошу внимания. В то время как мы занимаемся, я не боюсь этого слова, мирным трудом, наш словацкий богатырь Ладислав штурмует неприступную крепость. Как успехи, Ладислав? Так, спокойно, я пошутил. Я пошутил. Нет, не надо. Ну, подожди, не надо, я пошутил. Ну что, шуток не понимаешь, что ли? Ну, не надо. Ну, что за шутки? Ну, перестань. Очень смешно. Очень. Обхохочешься. Мне не нравятся твои шутки. Учти, в следующий раз я заброшу тебя вон на ту скалу. Владислав, Морис нам еще нужен. Господа, ну, его тоже можно понять. Кто может остаться равнодушным, глядя на нашу Мари? Мари, но вас я хочу предупредить. Не увлекайтесь этим типом 100 лошадиных сил. Не надо, не увлекайтесь. Что я тебе сказал? Мари, вы созданы для лучшего. А Владислав действительно к вам неравнодушен. Оставьте эту тему, Марису. Извините. Марина, как поездка? Там, куда вы предлагаете перенести створ, возможно, значительные оползни. Но если это случится, то даже если плотина уцелеет, волна перелива затопит плодородные земли. Ну, возможность оползней пока ваше предположение. Мы же не вели там глубокую разведку. Придется вызывать геофизиков.
Добрый день. Добрый день, сеньора. Как поживаете? Спасибо. Кто здесь хозяйка? Я хозяйка. Мне нужен Себастьян Вальдес. Не знаю Вальдеса. Добрый день. Здравствуйте. Мгм. Себастьян Вальдес. Эрнесто! Эрнесто! Ну что? Проводи сеньора к своему дядюшке. Себастьян, к тебе пришли. Кто? Не знаю. Добрый день. Кто вы? Что вам надо? Прошу. Нападение на тюремную машину осложнило положение вашего брата. Антонио нуждается в помощи. А что же мне делать? Напасть на тюрьму? Зачем? Есть более простой способ. Какой же? Ну, А ну, пошли вон отсюда. Быстро! Так какой же способ? захватить группу лиц, имеющих для правительства особый интерес, и потребовать в обмен освобождения Антонио, плюс возмещение убытков, нанесенных вам изъятием наркотиков. Каких лиц? В ущелье Руах работает одна экспедиция. Да, кому они нужны? Может быть, лучше какого-нибудь министра? Министром правительство может пожертвовать. А вот отношения с Организацией Объединенных Наций осложнять не захочет. Политика. Нет, это не по мне. Это приказ Антонио. А кто ты, собственно, такой, а? Достаточно, что это известно вашему брату. Хорошо. Я попробую. Эрнесто. Да. Ну-ка спустись в лагерь и посмотри, что там происходит. Хорошо. Только быстро. Зачем ты парня послал? А если поймают? Тебя не спросили. Он Вальдес, пусть привыкает. Не покидай меня, не уходи. Пускай слова сожгут язык и губы, я должен их тебе произнести. Не покидай меня, Мартель? По какому поводу? Дело в том, что я собирался выпить эту бутылку в день окончания работы. Но благодаря вашим стараниям наша экспедиция задерживается на неопределенное время. Так что я думаю, что самый подходящий день именно сегодня. Вы так думаете? Я убежден в этом. Ап! Чехахбили. Изготовлено по рецепту моего московского друга Реваза Келадзе. Правда, вместо хмели сунели пришлось положить карри, а вместо курицы... Попугая? Не обижай горную куропатку. Но по какому поводу? Прошу. Внимание, внимание. О. Похож. Да. Ап! А что случилось?
Сегодня у нас 13-е. Да, 13. Vive l'Antoine! На здраво! Felicitaciones! Поздравляю. Поздравляем! С днем рождения! Надо же, забыл. Опа! Три охранника. Так. 5 рабочих и 5 Ну. этих из экспедиции. А это откуда? Лежал. Да. Воспитание. Оставайся здесь. Предупреди всех, не стрелять. Пошли. Не стрелять. Начинаем прямую трансляцию из парижского зала «Олимпия». По заявкам новорожденного. У нас в гостях Морис Баро. Vive l'Antoine! Серхио. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, c'est que toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh! Прошу прощения, сеньоры, мы, кажется, помешали вашему веселью. Здравствуйте. Кто вы такие и что вам надо? Ну, знакомиться мы с вами будем потом. А сейчас я хочу, чтобы вы поехали вместе с нами. Я руководитель экспедиции. Мы работаем в вашей стране от программы развития ООН. И я требую, чтобы вы немедленно отсюда... А я требую, чтобы вы немедленно прошли к машинам. Никуда мы не пойдем. Стоп! Куда надо идти? К машинам. Вам нужно бежать. Как? Внизу лошадь, скачите вдоль реки, машины там не пройдут. Мне нужно переодеться. Макс, проследи. Прошу. Иди. Иди. Ну что ты там возишься? Бежала! Догнать. Не подходи. Не подходи. Брось автомат! Я же приказывал не стрелять! А девку ты мне найдешь. Я из тебя голову сниму, если не найдешь.
Интересно, Марина успела добраться до отеля? Будем надеяться. Похоже на какой-то пороховой склад. Доброе утро, сеньоры. Да, извините, но обстановочка у вас тут не самая уютная. Что вам от нас надо? От вас ничего. Мы освободим всех вас, как только власти выполнят все наши условия. Какие? Освободят из заключения одного человека, вернут нам наш товар или возместят понесенные убытки. Наркотики. Для вас это не имеет никакого значения. Торгуете наркотиками? Впрочем, вы не брезгуете и убийством. Не читайте мне проповедь. А лучше напишите вашему руководству, чтобы оно потребовало от правительства скорейшего выполнения наших условий. Прошу. Ничего писать мы не будем. Подумайте. Подумайте. Но чем скорее, тем лучше. Если, конечно, хотите, чтобы ваша милая компания осталась в живых. Я не понимаю, если правительство не согласится на их условия, нас что, расстреляют? Можешь в этом не сомневаться. Боюсь, что дело обстоит именно так. Да, ну, в конце концов, мы же не случайные люди. Мы в этой стране по приглашению правительства, и они должны, да они просто обязаны пойти на обмен. Да, но мы не знаем, на кого именно хотят бандиты обменять нас. Не согласится ли правительство на их условия? Сегодня мы, завтра другие. Когда-нибудь надо кончать с этим шантажом. Надо, да. Но только после того, как нас обменяют. Я не хочу. Я не хочу, чтобы меня убивали. Моя мама этого не переживет. Француз прав. А что, если попробовать бежать? Бежать? Да как вы себе представляете это бежать? Да они нас перестреляют просто к чертовой матери, и все. Не скажите, Морис, мы им еще нужны. Они будут беречь нас до тех пор, пока есть хоть какой-то шанс на обмен. Да? Они убили Хосе Кадрера. Господин Юхансон, а остальных увезли. Куда, не знаю. Оставайтесь в отеле. Никуда не уходите. За вами приедут. Вы слышите, госпожа Громова? Слышу. Я видела их здесь в отеле в тот день, когда мы с вами познакомились. Успокойтесь, Марина. Идите за мной, быстро. Пейте. Спасибо. Мы ждем 2 суток. Если по истечении этого срока наши условия не будут выполнены, заложники будут уничтожены. Где женщина из экспедиции? Я не видела. А чья это лошадь у коновязи? Это мой осел. Обыскать. Нет. Ну? Выходи, красавица. Кто стрелял? Подумай только.
Я забыл, что она заряжена. Бегите-ка через балкон, там лестница. Стойте. Ну, Профессор! Да, попали вы как лягушки в тесто. А ты-то как попал в эту компанию? А что компания, не хуже другой. Я раньше год на руднике работал. А как рудник прикрыли, куда деваться? А то дело денежное, сами понимаете. Вот капиталец подсоберу и махну. Или в Штаты, или в Европу бар открою. Думаю, прогоришь ты, парень. Со своим баром. Почему? Да потому что клиентам не достанется пива. Язык у тебя чересчур длинный. Вы что? Вы что? Пардон? Давай. Держи. Вот именно, как лягушка в тесто. Спокойно. Быстрей. А? Не получилось. Угад! Я тебе прогорю! Но? Я все передал. А женщина из экспедиции? Пыталась бежать. Но я же просил тебя не стрелять. Я целился в лошадь. Он целился в лошадь. Лучше бы ты в свою поганую башку целился! Кретин.
Зажигание проверьте. А я что проверяю? Зажигание. Профессор. Господи, как я волновался. Хотел искать. Но где? Они в отеле. Нет, пока не появлялись. Ой, что делать? Мне никуда деться. Да-да, вас никто не должен здесь видеть. Даже Росита? Росита человек неплохой, но страх перед бандитами сильнее ее. Идите быстро через кухню. Там сейчас никого нет. Поднимайтесь ко мне. А я, в случае чего, отвлеку их. Правительство согласилось на условия Вальдеса. И они получат своего шефа и еще $2 миллиона. Мне кажется, правительство несколько поторопилось со своим решением. Можно было бы попробовать отбить их силой. А вы знаете, где они находятся? И потом, это экспедиция международная, и мы не имеем права рисковать жизнью ее участников. Как этому Себастьяну могла прийти в голову такая мысль? Вам придется встретиться с ним и договориться о времени и месте обмена. Встреча в отеле «Медный ангел». Завтра в 9. Хорошо. Да, и вот еще что. В отеле прячется женщина из экспедиции. Необходимо срочно вывести ее оттуда. Иди поешь. Где это ты шатался? Я знаю, где экспедиция. Это нас не касается. Не касается? Нет. Они хотят построить электростанцию. Сюда снова вернутся люди. Но разве ты этого не хочешь? Я не хочу, чтобы на холме появился еще один крест. Слышишь? Не хочу. Послушай, Росита, Себастьян держит их на руднике, на складе, где хранилась взрывчатка. Мы с ребятами лазили туда за запалами. Я тебе говорила, не лезь в это дело. Я тебе говорила. Не хочешь? Тогда я сам, один. Куда? Стой! Стой, я сказала. Сядь. Ну-ка ешь. Ешь, я кому сказала? Не хочешь людям помочь? Не хочу. Ну ладно. Куда ты? Ну-ка, сейчас я тебя запру, чтоб ты не наделал глупостей. Паршивец такой. Будешь сидеть, пока не выпущу. Сиди здесь! Паршивец. Что такое? На встречу поедешь без меня. А, струсил. Мне надо парня отвезти. Я буду ждать тебя на перевале. А на кой черт мне такой крюк делается? Я сказал... Все. Поехали. Куда же она делась? Это женщина из экспедиции. Откуда я знаю? Она села на коня и ускакала. Кто нас ждет? Вот. Комиссар уголовной полиции Сантильяно. Где будем разговаривать? Итак, завтра в 12 часов дня на мосту. Вы подъедете со стороны города, мы с этой стороны. При малейшей попытке нарушить условия, экспедиция будет уничтожена. Деньги в американских долларах. Все. Мы договорились? Не совсем. Попросите ваших телохранителей отойти от двери. Пошли вон. Как вы думаете, Вакерос, что с вами сделают вальдосы, когда узнают, что одну из партий героина вы тайно продали Гальяну? Деньги положили себе в карман, а изобразили дело так, будто вам пришлось бросить груз, спасаясь от полиции. Блефуете, комиссар. Гальян арестован. При обыске у него мы нашли вашу расписку. Вот ее копия. Мне кажется, увидев ее, Себастьян вас просто пристрелит. Возьмите, возьмите. На память. И вообще, вы не заинтересованы в освобождении Вальдеса. Он посадил вам на шею этого мальчишку, своего брата.
А до этого боссом были вы. Я же знаю. Вы думаете о том, что сейчас самое подходящее время избавиться от Себастьяна. Вы черт. Если обмен по каким-либо причинам не состоится, Антонио Вальдо застрянет в тюрьме лет на 20, и вы полный хозяин дела. Так. Обмен не должен состояться. Есть люди, заинтересованные в этом. Рано или поздно они придут к власти и не забудут вашу услугу. Экспедиция должна исчезнуть. Навсегда. Что скажете? У меня нет выбора. И времени тоже. Поехали. Я уполномочен договориться с вами об условиях обмена. Обмен не должен состояться. Есть люди, заинтересованные в этом. Рано или поздно они придут к власти и не забудут вашу услугу. Экспедиция должна исчезнуть. Навсегда. Что скажете? У меня нет выбора. И времени тоже. Что делать? Их убьют? Почему вы молчите? Потому что я не знаю, где они. Микки, ты что здесь делаешь? Ты зачем подслушиваешь? Я знаю, где экспедиция. Где? Себастьян спрятал их на руднике, на складе, где хранилась взрывчатка. Их можно спасти, провести по заброшенной штольне к старому входу. Но в штольне могут быть завалы. А у меня есть веревка, фонарь, взрывчатка. Где ты ее взял? На складе. Ну что, проголодался? Вот не будешь совать нос куда не надо. Ах ты, пошел. Сбежал. Я тебе покажу. Удрал. Микки! Микки, стой! 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 Паршивец такой! Паршивец! Ах ты! Ой, скотина! Да. А, братец, у меня голова, надо же такое придумать. Но придумать одно. И если бы не я... Сворачивай на старую дорогу. Зачем? А если Сантильяно посадил нам кого-нибудь на хвост? Что случилось? Напился, как свинья. Выбросил меня из машины.
Их держат вот на этом складе. А ты уверен? Точно. Вон, видите, охранник с автоматом. Его зовут Макс. Так, надо бы проверить, там ли они. Вон на крыше труба. Мы с ребятами переговаривались через нее, когда воровали взрывчатку. А с той стороны есть лестница. Я попробую? Нет, нет, это сделаю я. Они знают мой голос. Антон Петрович, Владислав, Борис, вы меня слышите? Это я, Марина. Вы здесь? Миха, ты что здесь делаешь? Стой! Стой! Я кому говорю? Ты можешь не мелькать. Что? Ну, Надо бы свернуть. да некуда, догонят. На этом ангеле далеко не улетишь. Я же говорил, надо было уходить через штольню. Ты был прав. А ну-ка, все к штольне, я догоню вас. Быстрее! Это же машина Роситы. Какого черта она здесь? Ну-ка, догони ее. Никого. О, Господи. Антон Петрович. Все нормально. Быстрее, за мной! Макс! Макс! Где этот болван? Где они? Ушли. Ну вот что. Вы к старой штольне, а вы на канатку, живо! И ты в штольню. Влад, как ты думаешь, здесь очень глубоко? Достаточно, чтобы ты больше никогда не задавал этих вопросов. Это не самая удачная шутка. Вот ты и полезай. Макс, а? Что ты орешь?
Быстрее, быстрее. Ну что ты там? Мокро, скользко. Пошли. Ну что? Да там сам черт ногу сломит. Нету никого. Быстрее! Быстрее! Влад! Скорей! Антон Петрович! Держи. Вот так. Борис, вот. Стойте! 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 Ты что, с ума сошел под колеса лезть? Пойдемте, там раненый. Осторожней. Значит, они в санаторий направили. Да. Это очень хорошо. Это надежное место. Ты что? Паршивец! Паршив! Не лезь в эти дела! Хорошо еще живым вернулся! Убьют тебя, кому мой отель достанется! Хватит с меня 3 крестов! Я тебе покажу! Росита! Хватит с меня 3! Не хочу дожить! До 4-го креста не хочу! Где люди из экспедиции? Я не знаю! Где, ну? Отпусти! Отпусти меня! Отстань! Вот этот парень был с Отстань! ними! Отпусти! Где люди из экспедиции? Я не знаю, где они! Не знаю! Не троньте! Не троньте! Я тебе- Я все скажу! Молчи! Они в детском санатории. Куда? Ты пусти! Что здесь происходит? Паршивец! Угу, благодарю. Что произошло, Маркес? Зачем я вам срочно понадобился? Кофе? Спасибо. У меня не было другого выхода. То, что я должен вам сообщить, нельзя доверить телефону. Вы это о чем? Дело в том, что захват экспедиции контрабандистами Вальдеса – работа комиссара Сантильяно. Да вы с ума сошли. В первый раз Сантильяно приехал в отель в четверг в гриме. Я его даже не узнал поначалу, но обратил внимание на номер машины. О чем они разговаривали с Себастьяном, не знаю. Сегодня утром он опять приехал на той же машине, но уже без всякого грима. В четверг я его не посылал, а сегодня он выполнял мое поручение. Только отчасти. Вот послушайте пленку.
Идти на сговор с бандитами невероятно. Он вас видел в отеле? Он меня не знает. Вот здесь я крестиками отметил места, через которые переправляют наркотики. Ту партию, о которой я вам сообщил, переправляли в Альдосу. Вот здесь. Господи, там в Москве как-то не верилось, что такое бывает. Бандиты, наркотики, захват заложников. Читаешь в газете и просто не можешь себе представить. Спасибо. Я связался по радио с полицией. В горах туман, как только рассеется, за вами вышлют вертолет. Как нога? Спасибо, доктор. Вы обращались со мной как с хрустальной вазой. Ну, ваза бы такого не выдержала. Вы 2 недели мне морочите голову для того, чтобы у меня вытянуть побольше денег. Вот вы напрасно так думаете. А здесь работать всего на 2 часа. Напрасно скандалите. Я посылала вон своего механика в город за запасными частями. Это очень редкая модель. Редкая модель. Сейчас уже такие не выпускают. Я знаю ваши фокусы. Розита. Где Вакерос? Где Вакерос? Я не знаю. Где Вакерос? Я не знаю. Говорите, скажите. Вакерос? Он же убьет вас, он сумасшедший. Скажите ему, что они в детском санатории. Выходи. Быстро! А вы грубиян и невежа. Вы не умеете разговаривать с людьми. Нет. Уйдите, идиот! Куда вы? Это ж моя машина! Стойте! Кто главный? В чем дело? Где экспедиция? Здесь никого нет. Обыскать помещение. Там дети. Это не имеет значения. Я вас провожу. Они не должны видеть этих людей из экспедиции. Спрячьте их на бельевом складе. Вы арестованы. Вот ордер на ваш арест. Ну, это какое-то недоразумение. Я сейчас же позвоню в управление полиции. Не разрешено. Но я могу, по крайней мере, одеться? Одевайтесь. Распишитесь. Тихо! Оружие! Оружие на пол! Руки за голову. Пройдите. Пройдите. Дверь. Дверь! Закрыть! Тихо. Тихо. Если вы не выдадите этих людей, я прикажу санаторий сжечь, а вас расстрелять. Здесь никого нет, я уже говорил. Но если бы даже и были... Даю 5 минут. Что будем делать? Они их всех перестреляют. Надо идти. Другого выхода у нас нет. Да. Пошли. Марина, а вы останьтесь. Я пойду с вами. Останьтесь. Хватит 3. Я пойду.
Морис. А? Спасибо, доктор. И вам всем спасибо. Ну вот. Так что же вы собираетесь делать с Сантильяном? Бежать. Бежать. И вы должны мне в этом помочь. Сделайте паспорт. Отправьте дипломатическим багажом. Ну, я не знаю, черт возьми, ну дайте свой самолет. Вы же все можете. Поймите, оставаться здесь для меня самоубийство. А вы убеждены, что этот ваш Вакера сделает все так, как вы с ним договорились? Не сомневаюсь. У него волчья хватка. Он ненавидит Вальдеса. Так вот, этот ваш Вакерес убит. Да-да, убит. А обмен состоится, как и условлено, завтра утром. Но это невозможно. Откуда вы знаете? Вы полагаете, что кроме вас у нас нет других источников информации? Мы вам поможем, Сантильяна, но только после того, как дело будет доведено до конца. Но меня ищут, за мной следят. Что я могу сделать? А если во время обмена Антонио Вальдес будет убит, то заложников тут же уничтожат. Но кто это сделает? Вы? Я? Вы, Сантильяна. Но это безумие. И только на этих условиях мы поможем вам скрыться. Росита! Людей из экспедиции могут убить. Там за мостом прячется человек с винтовкой. Какой человек, что ты мелешь? Ну, то, что приходил тогда к Вакеросу.
день, господин Курмаев. Добрый день. Добрый день. Хорошие новости. Да. Это касается отчасти вас. О, интересно. Владислав, Марина, Борис. Послушайте. 2 месяца назад мы сообщили об освобождении участников международной экспедиции, захваченных бандой вальдесов в качестве заложников. В результате успешных действий полиции эта банда, связанная с подпольным синдикатом по торговле наркотиками и террористической организацией «Правый альянс», на прошлой неделе была ликвидирована. Себастьян Вальдес и его сообщники арестованы. Антонио Вальдесу удалось скрыться.